Главные новости сегодняшнего дня. В команду Никиты Михалкова вступило два новых сотрудника. Известный российский актер Игорь Ливанов и народная певица Надежда Никитишна Кадышева. На данный момент антикоррупционный комитет насчитывает уже 65 сотрудников. Средний возраст участников комитета 60 лет. Актеру Артуру Смольянинову грозит до 10 лет лишения свободы. Известный актер после побега из России и нелестных высказываний о своей родине приобрел новые неприятности. Теперь у Артура Смольянинова серьезные проблемы с законом. Сегодня стало известно, что главного героя фильма «Девятая рота» заочно арестовал Басманный суд города Москвы. Артиста обвиняют сразу по двум уголовным статьям: возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, и статья 2 – публичное распространение заведомо ложной информации о спецоперации. Суммарно по двум статьям известному актеру грозит крупный уголовный срок. Сегодня утром в город Владивосток прибыли два сотрудника комитета: актеры Александр Домогаров и один из главных героев фильма «Улицы разбитых фонарей» Михаил Половцев. Известные артисты на протяжении 5 дней будут проводить антикоррупционную проверку в данном регионе. Как заявил главный в этой проверке первый заместитель комитета по социальной работе Александр Домогаров, главные усилия проверки будут направлены на уменьшение стоимости жилищно-коммунальных услуг для пенсионеров, повышение пенсий и увеличение социальных пособий для малоимущих семей. Вчера вечером был задержан и доставлен в полицию глава антикоррупционного комитета Никита Михалков по обвинению в смерти мигранта по делу Александры Пахмутовой и Прохора Шаляпина. Никита Сергеевич заявил, что готов целиком и полностью ответить за свой поступок и не собирается скрываться от правосудия. Отметим, что 2 дня назад Никита Михалков присутствовал на допросе по делу композитора Александры Пахмутовой. Никита Сергеевич Михалков не смог сдержать эмоции во время допроса и лишил жизни преступника-мигранта, который в свою очередь совершил нападение на композитора Александру Пахмутову и нанес ей несколько тяжелых ранений. Стоит отметить, что данное дело взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Товарищ Бастрыкин заявил, что в данном деле обязательно восторжествует справедливость. Однако, по словам Александра Ивановича, не стоит сразу поголовно обвинять Никиту Михалкова. Еще надо хорошо разобраться, что стало причиной подобных действий. На данный момент товарищ Михалков находится под подпиской о невыезде и сохраняет за собой должность начальника антикоррупционного комитета. Напомним, что 2 недели назад было совершено нападение на известного композитора Александру Пахмутову. По данному делу задержали известного певца Прохора Шаляпина и преступника-мигранта. Позже оказалось, что Прохор Шаляпин выступал соучастником преступления, а главным виновником преступления стал мигрант. Пресс-служба комитета сообщает печальную новость о известном советском и российском певце Валерии Леонтьеве. Сегодня поздно ночью в Соединенных Штатах Америки, в Майами, в центральном районе, где проживает Валерий Яковлевич Леонтьев, произошел пожар в особняке известного артиста. Валерий Леонтьев во время чрезвычайного события серьезно не пострадал, так как во время пожара находился на 1-м этаже 3-этажного особняка. Однако, по словам экспертов по недвижимости, особняк Валерия Леонтьева восстановлению не подлежит, и Валерию Яковлевичу придется искать новое жилище. Пресс-служба комитета сообщает несколько трагических новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. За последние 2 дня этот мир покинули 2 известных российских артиста, сериальных актера Михаил Демчук и Юрий Пономаренко. Оба актера ушли из жизни в молодом возрасте, им не было и 50 лет.
Актер Михаил Демчук, главный герой фильма «Майор Гром», ушел из жизни в возрасте 40 лет в результате несчастного случая, причина которого не уточняется. А 49-летний Юрий Пономаренко, на счету которого было более 60 ролей в театре и кино, получил тяжелую травму головы при случайном падении. Эта травма стала роковой для известного актера. Вчера вечером в Москве около Театрального института имени Щукина преступник совершил нападение на заслуженную артистку России, известного культурного деятеля Раису Кирсанову. Нападение было совершено с целью ограбления. К сожалению, 78-летняя актриса погибла. По делу о нападении был задержан безработный гражданин Кыргызстана Акылбек, который, как выяснилось, незаконно находился на территории Российской Федерации. Раиса Кирсанова была известной актрисой. Она снималась в кино и работала в театре 70-х годов прошлого столетия. За плечами 78-летней женщины было более 100 ролей в театре и в кинофильмах. К сожалению, и вновь трагедия, которая произошла в минувшие выходные в поезде Самара-Саратов. Трагически погиб известный российский музыкант, второй солист группы «Браво» Евгений Миронов. Известная музыкальная группа направлялась на гастроли в город Саратов. По данным полиции поезда и следственных органов, причиной смерти известного музыканта стал бытовой конфликт, который возник в купе поезда между участниками музыкальной группы. По некоторым данным, известные музыканты употребляли спиртные напитки и находились не совсем в адекватном состоянии. По делу о смерти музыканта Евгения Миронова задержан гитарист той же группы Сергей Ковалев. Надо отметить, что группа «Браво» – это известнейшая советская и российская музыкальная группа. Солистами данного коллектива в разное время были такие известные певцы, как Валерий Сюткин и Евгений Хафтан. Антикоррупционный комитет Никиты Михалкова совершил очередной добрый и благородный поступок. Сотрудники команды выделили финансовые средства для восстановления могилы и памятника известного советского и российского актера Валерия Золотухина. Надо отметить, что это далеко не первый вклад антикоррупционного комитета в российскую культуру. Несколькими месяцами ранее, также благодаря усилиям сотрудников комитета, был установлен памятник известному советскому певцу Эдуарду Хилю, а также восстановлена могила актрисы Натальи Крачковской. Несколько минут назад стала известна печальная новость о российской певице по имени Зара. У 40-летней эстрадной исполнительницы вчера вечером в результате несчастного случая погибла дочь. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.